Рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня я хочу снять видео для начинающих вышивки. Очень мне хотелось подробно снять видео для начинающих любых возрастов, начиная от детей и заканчивая стариками. Так как у меня уже есть подобные видео на моем канале, сейчас в правом верхнем углу будут ссылочки на плейлист. Можете заходить, смотреть, включая это видео. Но не всем понятно. Знаете, есть разные люди, кто-то понимает сразу, кто-то уже с каким-то опытом приходит и смотрит видео. Поэтому это видео посвящается тем людям, которые начинают с нуля. Вообще не знают ничего о вышивке, не умеют, никогда не видели, как это делается. И хочу рассказать вам, начиная от выбора сюжета. Начнем сначала от самого исполнения крестика, как закреплять нить, как вышивать крестом. И дальше продолжим с вами. Я расскажу, какой надо выбрать сюжет, посоветую вам. Это лично мое мнение, я никому его не навязываю. Я просто из личного своего опыта хочу вам посоветовать, чтобы вы не накупили много-много наборов лишних, ненужных ниток, ненужных материалов. В общем, не тратили попусту деньги. Так как, во-первых, вам нужно попробовать, потому что, возможно, вам и не понравится вышивать, поэтому зачем вам лишние наборы, нитки, все это вам не нужно. Вы просто попробуйте для начала, а потом уже решите для себя, нравится вам это или нет. Также, насколько я поняла по комментариям в моих прежних видео, меня смотрят школьницы, потому что у них на уроках труда преподают вышивку, и вот в те моменты, когда есть у них такая тема в школе, все меня смотрят, и детки задают много вопросов, поэтому это видео посвящается именно вот таким вот моим зрителям. И с чего же мы начнем? Начнем с того, что вышиваем мы на канве, вышиваем на ткани равномерного переплетения, но для начинающих я советую канву. Канва – это вот такой вот материал. Она бывает разных цветов. Вам лучше взять белую. Она поделена на квадраты. Лучше брать 14 каунта. Канва бывает 18, 16, 14, 11 каунта. Вам лучше взять 14 каунта. Конечно, можете 11, если где-то найдете, но я предпочитаю учить на 14 канве. Все, кто учился у меня вышивать, все вышивают. И взрослые, и дети, так сказать. И выбрать необходимо легкий сюжет. Нет необходимости покупать большие наборы. Для вышивки мы используем вот такие вот пяльцы. Но можно и без них. Я вам в этом видео также покажу, как вышивать на руках. Если вы не хотите пока тратить деньги на пяльцы, покупать их и, в общем-то, тратиться. Есть деревянные, вот такие вот. Они подороже. И есть вот такие вот пластмассовые. Они совершенно недорогие. Раньше были очень плохого качества пластмассовые, я бы их не советовала, но сейчас вот появился, вот смотрите, чтобы они были вот такой конструкции. Вот видите, есть выемочка. И тогда у вас ткань не будет выскальзывать. Потому что раньше были просто пластмасса, вот этот кружочек, он был просто совершенно кругленьким, и ткань все время выскальзывала. Вот так. Вот такие вот. Они совершенно недорогие. Тот, кто заказывает на Алиэкспресс что-то, эти приспособления, эти пяльцы вам будут стоить сущие копейки.
Ну и в любом, в общем-то, рукодельном магазине вы также их можете купить за небольшие деньги. Иголки. Вам нужны будут иголки. Вы можете подойти в любой рукодельный магазин, купить иглу для вышивки. Есть они разных размеров. 26 размер. Вот так она выглядит. Она более тонкая. 28 это самая тоненькая игла. Я вам не советую их брать. Для начинающих нет необходимости. Если у вас очень дырчатая канва, можно даже взять вот 22 размер. Это очень большая игла с тупым носиком. Ну, вообще, в принципе, можно взять вот 24 или 25 размер. 25 у меня сейчас нет, не нашла. Вот, идеальный размер для начинающих. 24-25 размер. Но, в принципе, есть такие магазины, где нет вот таких вот наборчиков игл. Вы просто просите, дайте мне, пожалуйста, иглу для вышивки. Все. Вам дают иглу, она не острая, и вы вышиваете этой иглой. Далее расскажу вам, ножницы вам нет необходимости покупать какие-то. Вы можете отрезать любыми ножницами, какие у вас есть, даже маникюрными. Поэтому пока ничего не покупайте. Нитки мулине мы используем разных фирм. Вот СХС, ДМС, Анкор. Какие у вас есть в магазине рядом возле вас? Такие, ПНК, любые нитки мулине вы можете купить и попробовать этими нитками. Есть маркер, но это уже, в общем-то, для тех, кто решится на вышивку набора. Маркер, если вам сложно вышивать от середины, сейчас в правом верхнем углу выйдет ссылочка на видео, где я показываю, как вышивать по набору. Вот этот вот набор Алиса. И я вышивала от центра, я не размечала канву. Кому интересно, зайдите посмотрите. Вот эти вот маркеры предназначены для того, чтобы сделать разметку на канве. Она смывается, эта разметка, водой. Пока вам их также покупать я не советую. Это уже потом, когда у вас все получится. И сейчас покажу, что же можно использовать. Есть вот такие вот схемки. Их могут вам подарить. Например, если вы посещали какие-нибудь выставки. Также в журналах схемы, они точно так же выглядят. Можно использовать наборчики, но вот скажу вам так, когда снимала видео и вот этот наборчик я взяла, так как у меня маленькие наборчики были Алиса. Я не советую вам брать наборы Алиса для первого отшива. Ничего сложного нет в отшиве самых крестиков, но бэкстич там просто убийственный для начинающих. Бэкстич это вот эти вот линии ниточками. Это называется бэкстич. Шов назад иголкой. Я не советую вам брать такие наборы, так как вы просто... В принципе, некоторые из моих знакомых просто отбивается желание, дальше все, не хотят больше вышивать, их это расстраивает, поэтому возьмите тот сюжет, который вам принесет удовольствие, и вы начнете вышивать, так как вам ваш первый опыт будет положительный, позитивный. Есть вот такие вот с цветной канвой. Не советую брать с цветной канвой, возьмите просто белую для начала канву. И попробуйте на ней. Также вот в наборах есть неразобранные нитки, поэтому смотрите, обращайте внимание на это. И разобранный на органайзер. Если вы будете вышивать по схеме, вот, например, органайзер сделаете очень легко. Берете обычный картон, дыроколом делаете отверстие, переписываете вот эти вот номера. Можете даже перерисовать значки, если вам так будет удобно. То есть, в принципе, можно обойтись всем тем, что у вас есть дома. Поэтому не надо ничего впрок накупать. Вот такие вот наборы. Это наборы РТО. Здесь схема очень
понятная. Сейчас я вам ее покажу. Нравится мне очень набор РТО. И бэкстич здесь прекрасный, счетный, все в порядке. Вот схема. Очень хорошая к восприятию, для новичков, советую. Дальше, вот вам покажу этот наборчик. И что же я имею в виду, когда говорю о бэкстиче несчетном. Что это такое? Вот смотрите, счетный бэкстич — это когда, вот даже тут такого и нет, вот из уголочка одного квадратика идет шов в уголочек второго квадратика. А несчетный — это когда идет посередине и в середину клетки. Вот такие швы. И они вам очень не понравятся. Для начинающих не надо брать такие наборы. И самый мой такой совет вам. Это самое простое, что вы можете сделать. Я так учила всех, кто в моей жизни, так сказать, попадался и хотел научиться вышивать. У меня в любом трудовом коллективе были люди, которые вообще никакого отношения не имели к вышивке, не понимали, что это такое. Но когда видели, что у меня есть вышивка, что я вышиваю, просили, чтобы я показала. И когда я показывала таким способом, как я вам сейчас расскажу, все вышивали сразу же. Потому что по наборам, когда я показывала, ну как-то вот у людей это шло туго. И сейчас я покажу, что я имею в виду. Вы берете обычный листочек из тетрадочки в клеточку и делаете схемку сами. Эти схемы есть в интернете. Можете забить в поисковик «Рисуем по клеткам». Это не схема, это просто для детей. Есть такие картинки, когда они разукрашивают по клеточкам. Маленькие, есть большие. Вы выберете тот сюжет, который вам нравится. И можете отшить. Берете один цвет нитки, любой выбираете. Вот, пожалуйста. Взяли, вот у вас есть одно мулине. Или вы пошли возле дома в магазине, купили один цвет мулине и вышили, вот, например, вот этого зайчика. Можно взять мультиколор. Это вот такие разноцветные ниточки. Если у вас есть такая, пожалуйста, вы можете вышить, он у вас будет, этот рисунок, совершенно другого, ну, разных цветов будет. И вам это также может понравиться. Дальше вот такие вот обычные схемки. Я вам показала, как можно рисовать. Можно рисовать вот так вот по клеточкам, как это показано в интернете, когда вы забьете в строку поиска «Рисуем по клеткам», вам будут вот такие вот картинки выдаваться. И как вам уже удобно для восприятия, я вам специально нарисовала и показала. Или можно вот так вот клеточками, как крестики, да, в клеточку крестик вместить. Или же просто разрисовать сами клеточки и вышивать. Вот здесь вот ставите номер ниточки, которая у вас есть, если у вас будет многоцветная какая-то картинка. И вышиваете. Вот такой вот лисенок. Пример многоцветного рисунка. Вот желтый, оранжевый, темно-оранжевый, коричневый и черный. Вот так вот выглядит. Такая вот маленькая картинка, если вы хотите вышить не одним цветом, а несколькими. Вот такая простая также картинка, тортик. И вот такие вот схемки, их полно в интернете. Также одним цветом мы вышиваем. Оставлю все ссылки в инфобоксе. Это те схемы, которые я советую для начинающих. Поверьте, после отшива вот такой вот схемы первый раз вам вышивка обязательно понравится. Не заморачивайте себя наборами сложными, потому что вы можете отбить себе полностью желание вышивать. Вот такая вот схема. Это для тех, кто хочет потренироваться выполнять бэкстич. Здесь в основном вся работа выполнена
этим швом. Шов назад иголкой. Вот здесь вот несколько крестиков. Также вот в правом верхнем углу, это мое старое видео, будет ссылочка на видео, где я показываю, как сделать бэкстич. Собираюсь снять новое видео, но пока есть только это. Вот для тех, кто хочет на черной канве. Вот такая вот простая схема. Там, где черный цвет, это канва, не вышиваются эти места. Поэтому вот такие вот схемы я вам советую использовать для первого отшива. Вот, например, вы первый раз берете черную канву, возьмите и попробуйте отшить. Не всем нравится черная канва. Во-первых, на ней очень сложно вышивать, если у вас не очень хорошее зрение. Вышивать на черной канве лучше с утра, в дневное время, когда хорошее освещение. Но опять-таки вот я даже настаиваю, чтобы вы начали вот с такой простой схемки. И у вас никаких проблем не будет. Также вот есть набор Joy Sunday. Это китайский набор, на Алиэкспресс их полно. Они недорогие. Я бы советовала также, вот меня спрашивали, а можно ли попробовать начинать вышивать такие вот наборы с нанесенным рисунком. Сейчас я вам покажу, как этот набор выглядит. Вот сам отшив уже этого набора. И сейчас я вам покажу, как этот набор выглядит. Вот на примере этого. В набор входит схема, но скажу вам, если вы заказываете набор с нанесенной канвой, с нанесенным рисунком, вот такой вот принт, эта вышивка выглядела точно так же. Весь этот рисунок, после того, как вы отошьете эту работу, вы смываете водой. Сейчас в верхнем правом углу будет ссылка. Вот я показываю на примере этого набора и рассказываю подробно, как вышивать вот такие вот наборы. Для того, чтобы сейчас не затягивать видео. Кому интересно, заходите, смотрите. Также имеет место быть вот такие вот наборы для первого отшива. Вот такие простые схемы. Я оставлю все ссылки внизу под видео в инфобоксе. Вы сможете посмотреть, зайти по ссылкам, простые схемы, выбрать себе, какая вам понравится больше всего, и начинать отшивать. Вот, например, вот такая работа. Она простая. Вот так выглядит схема. Вот номера ниток. Всего 4 цвета. Размер 13 на 24, 13 на 11. Ну, в общем, не будем брать там. 13 на 11. Это небольшая работа. Вышивается легко. По ниткам недорого. Вот такая работа. Это для тех, кто хочет попробовать и крест, и бэкстич. Как видите, сами котики не отшиваются швом назад иголкой. Бэкстич называется. И вот надпись. Все в сердце отшивается крестом. И вот тень. Вот такая вот схема. Как она выглядит. И вот ниточки. 2 цвета. Вот бэкстич. Фрузелки. Также это простая схемка. Вот такие схемы. Любым цветом можете вышить. Не обязательно тот, который указан в схеме. Красный, синий, голубой. Это как вам нравится. Вот очень простая схема. Вообще ничего здесь нет сложного. Вот один цвет. И бэкстич. И сами крестики выполняются одним цветом мулине. Можете распечатать как на цветном принтере, так
и просто черно-белый, потому что для вас не имеет никакого значения цвет. Если у кого нет денег и никто не хочет тратиться на цветную копию, пожалуйста, вот можно сделать черно-белую. Это также легкие схемы. Кто хочет более серьезную работу, полная зашивка, есть и такие варианты. Вот, пожалуйста, это легкая схема. Здесь нет никакого бэкстича, просто одни крестики. Небольшое количество ниточек. Вот. Работа маленькая, на 14 иде, считай 13 на 13. Будет такая вот работа, 13 на 13 сантиметров. Легко ее отшивать, вот сразу говорю. И опять-таки вот все эти варианты, их полно в интернете, так что здесь есть опять-таки и бэкстич, и кресты, и все одним цветом. Вот они, эти схемки. Так что полет фантазии, пожалуйста, что хотите, то и выберите для себя, что вы хотите визуально, да, чтобы вам было приятно вышивать. Ну и учитывая то, какие у вас нитки есть, и приступайте к работе. Сейчас я вам покажу небольшой фрагментик, мы с вами начнем вышивать. И вот покажу вам еще, как запялить. Забыла вам показать, ну вот. Вставлю этот фрагмент, как запялить канву в пяльце. Значит, вы берете, раскручиваете вот этот винтик сверху, поднимаете колечко. Хочу вам сказать, что вам будет удобнее, если вы будете запяливать свою работу вот этим винтом. Все время будет вверх, чтобы вы понимали, что если вы взяли, у вас там пару крестиков отшито, вы сразу не поймете, это вверх, низ, где там, чтобы особо не напрягаться, да, не смотреть по схеме, где вверх, где низ, то вышивайте вот таким вот образом, чтобы винт у вас был всегда вверху. И тогда вы будете понимать, что ваша работа вот так берется, и вы вышиваете. Соответственно, у вас вот вверх, вот низ, для того, чтобы не путаться. Запяливаете вот нижнее кольцо без винта, кладете вниз, сверху накладываете канву и вот так вот, если не позволяет, еще раз винт раскручиваете и вот так вот запяливаете и зажимаете винт. Закручиваете. Видите, у меня след от других пялец, поменьше размера. Вот так вот поправляете, натягиваете. Вот так натягиваете. Потому что удобнее вышивать, когда канва очень хорошо натянута. И опять закручиваете винт. Вот что я вам хотела сказать. Вот, видите, моя работа, я сразу понимаю, что это у меня вверх. То есть моя работа, для меня понятно, что откуда чего мы вышиваем, куда идем, вверх, вниз, вправо, чтобы это было понятно. Так как здесь уже отшитый элемент, уже понятно, вверх, вниз идти. Но если у вас только 2-3 крестика, или какой-то фрагмент еще непонятный силуэт, то вам будет тяжело разобраться, где вам надо будет брать схему и смотреть, а где же верх, где же низ. Поэтому вот такой вот простой совет. И все, вы готовы к вышивке. И сейчас начнем с вами вышивать на красной канве. Надеюсь, вам будет очень хорошо видно. Специально взяла яркий красный цвет и возьмем белую нить. Вот обычный органайзер, который у вас будет в каждом наборе. Я покажу, как взять нить из этого органайзера. Берем иголочку, поддеваем одну из нитей
И медленно так вот вытягиваем. Если здесь что-то путается, выравниваем хвостик и тянем на себя ниточку. Все, ниточку из органайзера мы достали. Складываем ее, вот она. Вот это длинная ниточка. Сейчас я вам покажу на коротком отрезке. Вот. Чтобы вам было видно очень хорошо, потому что именно по этому методу, как закрепить нить петлей, у меня больше всего вопросов. Вот такая вот нить. Вот у нас длинная нить. Я вам покажу сейчас на короткой, чтобы это было видно, как у нас образуется петля. Складываем вот пополам. У нас получается петля. Два кончика. Вот они. Мы вдеваем в иглу любым для вас удобным способом. То ли это обычным вот вдеваем, или же с помощью нити-вдевателя. Нити-вдеватель выглядит вот так. И вот у нас получилась петля. И сейчас я покажу, как сделать закрепку с помощью петли. Вот наша длинная нить. Мы ее складываем пополам. Сложили пополам. Берем иглу, или обычным способом, или с помощью нити вдевателя. Вот так вот. Все у нас получилось. Вот наша петелька. И сейчас мы сделаем закрепку с помощью петли. Вводим иглу. Я вам показываю на лице, а потом покажу, как на изнанке. На лице мне больше для удобства, я для камеры, для того, чтобы было на камеру удобно вам. И вот так вот. Вот наша петля. Мы продеваем иглу в петлю. Это закрепка, которую вы увидите на изнанке. Но так как я не хочу сейчас переворачивать раму, мы ее сейчас спрячем. Вот верхний угол. Мы вводим иглу, и эта петелечка у нас прячется. Все. Мы закрепили нашу нить и можем вышивать крестом. Вот первый полукрест готов, закрепили нить и продолжаем дальше. Я вышиваю в таком направлении, вот, справа налево. Если полукресты идут сначала справа налево, то потом я их закрываю вторым полукрестом. Иду слева направо, и получается у нас закрытый полный крест. С верхнего угла в нижний. С верхнего в нижний. Прошу запомнить такой нюанс, что все нижние полукресты должны быть в одном направлении. Не может быть такого, что идет нижний полукрест с
верхнего в нижний, а потом вот мне что-то такое приснилось, и я делаю полукрест с верхнего левого в нижний правый. То есть все должно быть, нижние полукресты в одном направлении, верхние в другом направлении, но все всегда в одном направлении, чтобы не было у вас кресты разного вида, чтобы все кресты были аккуратненькие и смотрелось очень красиво это на работе на вашей. Сначала, может быть, это будет вам непонятно, но в дальнейшем, как только мы начнем отшивать по схеме, сейчас я вам покажу просто крест, сам принцип, так как необходимо отшивать крестик, а потом мы с вами возьмем схемку, я покажу, какие схемы надо использовать, какие легче всего. Не нужно покупать сразу набор, но если он у вас есть, я также расскажу, как вышивать по набору. И начинаем двигаться справа налево, с верхнего угла в нижний. Я это буду делать медленно, чтобы вам было понятно, так как вы меня и попросили. Делать все медленно и рассказывать все очень подробно. Кому это не нравится, есть множество еще уроков, которые вы можете посмотреть. Переключайте и идите дальше. А это для моих маленьких вышивальщиц, которым непонятно. Я им буду объяснять очень медленно и подробно. Вот, я думаю, сейчас мы можем закрывать этот ряд. И сейчас мы будем делать полный крест. Мы теперь будем двигаться слева направо. Будем закрывать кресты. Вот мы их закрываем, ничего сложного нет. Вот так вот. Я вам сейчас это показываю на раме, потому что мне так удобно. Вы же можете купить самые обыкновенные пяльцы. Сейчас я вам все расскажу чуть попозже, что надо купить и для первого раза и где. Вот так вот закрываем, чтобы крестики были ровные. Можно использовать вот такой вот метод. Брать иголочку и между ниточками продевать. И будет у вас ровный крестик. Но на первых порах вам это не обязательно. Вы можете просто делать крестики обычным способом. А потом уже будем добиваться ровных крестиков. Сначала научимся их делать просто. И вот мы закрываем последний крестик. В зависимости, какая у вас схема, так вы потом это поймете, как вам лучше делать. Сначала делать полукресты, ряд, потом закрывать. Все зависит от того, что вы видите в схеме. Сейчас я вам покажу, как мы пойдем с вами вверх. Мы пойдем с вами вверх. С верхнего в нижний. И идем вверх. Вот так вот. И сейчас, например, пойдем с вами сделаем крестики вот так вот вверх в виде домика. Сейчас попробуем сделать вот крышу. Покажу, чтобы вы понимали, как делать кресты в разных направлениях. Сейчас мы делаем просто полукрест, а потом будем его закрывать. И вот такой у нас получается домик, крыша домика. Вот. И сейчас мы будем закрывать крестики.
Можно это делать любым способом. Можно это сделать с верхнего угла, вот так вот, в нижний. Дальше вы не сможете использовать верхний угол, поэтому вы используете нижний угол и двигаетесь в верхний. Вот. Крестик выглядит одинаково, что вы делаете с верхнего, что с нижнего угла, не имеет значения, так как вам удобно. Но для того, чтобы крестики были красивые, вот если мы сделаем опять с верхнего, вы будете видеть продолжение ниточки. Вот она. Видите? Потому что она идет сверху. Если вас это очень волнует, чтобы крестики были очень красивые, тогда вы вышиваете вот таким вот способом, чтобы не было видно ниточки, как она тянется сверху. Выводите иголочку с нижнего ряда и идете в верхний. И так следующий. Закрываете. Вот. А можно и наоборот, простым, обычным способом, если у вас на первых порах не будет особо донимать ровные, неровные крестики, если вы просто хотите научиться вышивать. Вот так вот. Опять-таки говорю, что можно как с нижнего, так и с верхнего. Но если вы в данном случае, вот игла у вас пошла в нижний, то это следующий крест, который вы должны начать с верхнего угла. У вас уже не получится, поэтому ничего страшного. Вот с нижнего угла продолжайте в верхний. Дальше можно крест вот с верхнего в нижний. И у вас получается крестик. Сейчас я вам покажу, как закрепить нить на изнанке, когда она у вас заканчивается. Вот мы выводим ниточку на изнанку, переворачиваем, я в данном случае переворачиваю раму, вы пяльцы, например. И вот так вот мы делаем. Мы подводим нашу иглу под прошитые крестики, либо вверх, ну как вам уже удобно, либо под нижними вот крестиками, либо вверх. Это не имеет значения. Вот. Берете 2-3 крестика любых, вот, или вверх, вот так вот, или под нижними. Теперь попробуем под нижними сделать. У меня иголочка самого большого размера, поэтому кончик у нее тупой, и это не так просто сделать. Я специально взяла самую большую иглу. Вот. Поддеваем. И берем иглу и протягиваем ее под всеми этими крестиками. Вот, все. Готово. А хвостик можно уже обрезать. Берем ножнички и обрезаем лишнее. Все. Отшитый элемент у нас есть. И сейчас я покажу. И вышьем небольшой такой фрагмент для начала. Вот английскую букву I. Я люблю крестик. Люблю вышивать. Сердечко уже есть. Когда вы повесили на органайзер ниточку, я вам просто покажу, как вытащить ниточку с органайзера. Сейчас я вам покажу, как повесить для начала. Вот вы берете, отрезаете вот такую вот ниточку. Вот у вас есть мулине. Вы снимаете этикетки и аккуратно тянете за один конец. Выберите какой, потому что за один тянется и полностью аккуратненько разматывается, а за второй вы сами увидите, что путается.
Вот, обычно за коротенький. Вот. Тянешь кончик ниточки и потом наматываешь на бобинку. И вот ниточка перематывается на такую вот бобинку. Они бывают картонные, пластиковые. Вам можно этого не делать. Вы просто возьмите, даже можно не снимать этикеточку, взять небольшой отрезочек, сантиметров 50. Для начала, я думаю, вам хватит. 50-60. Вы посмотрите, если вам понравится, удобно будет. Я, допустим, вышиваю метровой ниткой, но для вас это будет для начала сложно. 90 сантиметров. Возьмите 60 сантиметров ниточку, потому что мы будем складывать ее пополам. Вот взяли ниточку, сложили ее пополам. У вас получилась такая вот петелька. Берете органайзер, не обязательно этот, даже вот обычный картонку с отверстиями, и делаете вот так. Вот в эту дырочку, петлю продеваете ниточку. Все. Или наоборот. Я всегда делаю так. Одеваю и вот так вот в петлю. Все, у вас вот таким вот образом висит ниточка на органайзере. Вот такой вот петлей удобно потом будет брать вам ниточку. Берете иглу, поддеваете одну ниточку, вот, и медленно ее вытягиваете. Если здесь что-то вас смущает, запуталось, распрямите хвостики и дальше вытаскиваете. Все, вы вытащили свою ниточку, складываете пополам. У вас получается вместе 2 хвостика. А на другом конце у вас будет петелька. Продеваете в ушко вот эти 2 хвостика. Можно обычным способом, а можно, если у вас есть нитевдеватель, на Алиэкспресс их полно, они стоят копейки. В любом рукодельном магазине также можно найти. И вот вы вдели ниточку, у вас получилась петелька. И что мы делаем дальше? Сейчас вам покажу. Смотрим по схеме. Значит, по схеме вот у нас сердечко. И от вот этого крестика мы отступаем 1, 2, 3, 4 клеточки. Для тех, кто подробно хочет посмотреть, как вышивать крестиком, в правом верхнем углу будет ссылка на абсолютно подробное видео, как вышивать сами крестики. Сейчас я вам покажу, как работать со схемой. Отсчитываем от вот этого крестика, вот он, 1, 2, 3, 4 клеточки. Вот так мы их отсчитываем. Вот она, 1 клеточка, видите? 2, 3, 4. Все, у вас 4, на 5 мы делаем крестик. С верхнего угла нижний, и дальше будем делать, закреплять петелькой. Вот наша петелька, вот она. Продеваем иголочку в эту петельку. Все, у вас закреплена ниточка. И продолжаем вышивать. В верхний угол нам надо сделать 3 крестика.
второй и третий. Мы их можем сразу закрыть. Закрываем. Из верхнего угла в нижний. И сейчас нам необходимо делать вверх крестики. Вот наш, как по схеме мы двигаемся. Мы можем сделать полукресты и закрыть их. Потом мы можем двигаться вот так вот полукрестами. Сделать 1, 2, 3, 4. Потом пойти сюда. И позакрывать уже идти вниз. А можем сразу каждый крестик закрывать. Сейчас я вам покажу, как мы сделаем полукрестами, а потом вернемся. Это уже как вам удобно будет двигаться по схеме, вы потом это поймете. 4. Делаем крестика. Мы сделали 4. И сейчас вот 1, 2, 3, 4. И сейчас нам необходимо вправо сделать 1 крестик и идти влево, сделать 3 креста, что мы сейчас и сделаем. 1, 2 и 3. И закрываем. Еще раз говорю, мы могли сразу закрывать каждый крестик, но я вам показала, как можно двигаться по схеме вверх, потом вниз, потому что, например, у вас бывает по схеме, что вот вы отшили этот цвет, а рядом, например, если бы мы вышивали еще сердечко, вот мы вышили букву I, а рядом вышивали бы сердечко. Вы хотите вернуться и начать с этого крестика, или же внизу у вас еще этот цвет. Это вы должны уже сами потом понимать, как вам лучше двигаться по схеме. Закрываем крестики. И закрепим сейчас ниточку. Переворачиваем. И проводим под отшитыми крестиками в любую сторону, вверх, вправо, влево, неважно. Вот. Под отшитыми уже полукрестами и выводим ниточку. Все. Готово. И обрезаем. И сейчас я вам покажу. Дальше у нас идет такой вот крестик. И сейчас мы будем закреплять вот этот хвостик. Здесь уже петельки нет. Будем закреплять. Как нам легче вышивать? Например, чтобы не ошибиться, да, вы можете с верхнего угла начать. Здесь только 2 клеточки надо отступить. Но можно начать и с нижнего угла, так как вы хотите. Главное, чтобы вы не ошибились. 1, 2, 3, 4. Делаем также вот просчет. 4. 1, 2, 3, 4. И у нас 5. Мы с вами закрепляем его таким образом. Вот это так выглядит
изнанки. Вы придерживаете вот пальчиком хвостик и вот так вот делаете крест. Хвостик придерживаете на изнанке. И сейчас я вам покажу, что получится. Вот ваш хвостик. Вот он закреплен. Вы его придерживали пальчиком, и хвостик закреплен. Дальше по схеме мы идем вправо. Вот наша схема. Мы идем вправо. 1, 2, 3. Мы можем сразу закрыть их. Второй крестик. Третий. Закрываем. И идем в сторону, вправо. Будем делать вот эти 3 крестика. Мы их не закрываем. Мы будем возвращаться, так как у нас дальше есть отшив этого цвета. Мы делаем 3 полукрестика. Вот так вот. И идем вверх. Еще раз повторюсь, для тех, кто хочет подробно посмотреть и очень медленно, как вышиваются крестики, в правом верхнем углу, когда я говорила вам, и в инфобоксе я также оставлю ссылочку на это видео. Вот 2 крестика мы отшили. И будем подниматься вверх. Вот у нас также 2 крестика и 3 будет идти влево. Стараюсь, чтобы вам и схему было видно, и крестики. И двигаемся мы с вами в левую сторону. Так вот. И теперь делаем еще 2 крестика. И закрывать сейчас будем. Я надеюсь, что вам видно хорошо. Вот сейчас я вам покажу, когда вышиваете. Вот вы идете в нижний угол, и сейчас вам также надо в него как бы, но вы выходите с нижнего угла теперь в верхний, для того, чтобы крестик не распустился, который вы сделали ранее. Вот так вот. Ниточка у нас заканчивается. Мы переворачиваем или раму, или пяльцы и закрепляем под отшитыми крестиками. Мне это сложнее сделать, потому что у меня самый большой размер иголки 22. Вам это будет сделать легче, потому что вы будете вышивать 26, например, иголочкой. Вот. Все, наша ниточка закреплена. И мы обрезаем ее. И сейчас мы возьмем новую ниточку. Вот так быстро заканчиваются ниточки короткой нарезки. Поэтому вы для себя уже определите. Мне удобно вышивать 90 сантиметров, метр. Но это вам уже в дальнейшем. А пока вышивайте 60-70 сантиметров. Не берите очень длинные. Мы берем ниточку, складываем пополам.
И вот покажу, как нитевдевателем пользоваться. Продеваем в ушко. И вот этот хвостик заправляем. И продолжаем. Вот наши полукрестики. Можно сделать это и на лицевой стороне закрепочку петелькой. Вот ваша петелька. В петельку продевайте иголочку и потом прячете иголочку, и петелька спрячется. Все, петелька спряталась. И вышиваем дальше. Нам необходимо по нашей схеме, напоминаю, идти вверх, вправо и сделать еще 2 крестика. И наша работа будет готова. Вот так вот получилось. Простая схема, но сейчас не буду закреплять, обрезать нитку, вы уже знаете, как это делать. Вот такая получилась простая и схема, и простой сюжет такой, простая вышивка, и вы уже понимаете, как вышивать. Это у меня магнит. Вы можете сделать его сами, любую взять, даже пуговицу, магнитик приклеить, и вот так он будет держать у вас иголочки или схемку. К магнитику и 1 магнитик к канве, и у вас будет чудесный магнит. Магниты можно заказать также на Алиэкспресс. Но это уже, я так думаю, вам понадобится потом. Но магнитики вам на первом этапе, если они есть, прекрасно, а если их нет, то не надо их покупать пока. Если вам понравится вышивать, тогда уже будете скупать себе все аксессуары для вышивки. И сейчас небольшой фрагмент я вам покажу, как вышивать на руках, если у вас нет такой возможности купить пяльцы. Вот мы с вами делаем букву I, вышиваем первые крестики. И закрываем. И вот идем наверх. Будем делать 4 крестика вверх. И сразу же будем их закрывать, например. Делаем 4 крестика вверх. Для кого-то это потом будет обычный метод, потому что многие вышивают только на руках и никак иначе. Поэтому вы для себя выберете уже удобный для вас способ. Так что можно вышивать и на руках, и не используя никаких аксессуаров для вышивки. Вот мы сделали 4 и двигаемся вправо. Из нижнего в верхний. И делаем 3 крестика. И закрываем их. На последних 2 крестиках у меня отключилась камера. Ну вот, в общем-то, я думаю, что все понятно.
Вот так вот вышиваем мы на руках. Так что можно вышивать и на пяльцах, и на руках, и на станке, да как угодно, в общем-то. Было бы желание. Вот такой простой сюжет. Вы можете отшить любыми ниточками, любой ценовой категории, любым цветом. Мультиколор можно взять, меланж, гамовские нитки меланж красивые. Есть разные цвета, они недорогие, на любой вкус. Так что, вот, пожалуйста, выбирайте, что вам нравится, и вышивайте в свое удовольствие. Я думаю, что я подробно все рассказала и объяснила. Если будут еще какие-то вопросы, задавайте. Я буду еще снимать, так как мне доставляет удовольствие, что по моим видео все-таки люди меня благодарят, и им легко понять именно мое объяснение. И мне это очень приятно, что я доходчиво и доступно объясняю, что после меня вышивают все. И это уже показала практика, и мне это очень приятно. Спасибо вам огромное за такие теплые комментарии. Всегда к моим видео очень много комментариев, и они всегда положительные. Бывают и негативные отзывы, но я на них не обращаю внимания, их очень мало, и они вообще не к месту. Так что я надеюсь, что мой урок был полезен, мое видео. Я рада буду ответить на все ваши вопросы. Если они еще таковые останутся после этого видео, задавайте в комментариях, я отвечу. А на этом я хочу закончить свое видео, пожелать вам хорошего настроения и до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока!